Всем привет! Меня зовут Дима, и сегодня я расскажу, как настроить передачу новых контактов из Bot Help в виде уведомлений в ваш Viber. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать новые контакты из Bot Help в другие системы. Например, в Viber вы сможете получать уведомления о новых контактах из Bot Help. Так вы всегда будете вовремя на них реагировать и никогда никого не пропустите. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Bot Help. Теперь необходимо выбрать действие «Получить данные». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Bot Help к сервису Apex Drive. В этом окне вы можете указать его имя или просто кликнуть «Сохранить». Когда подключенный аккаунт отобразился в списке, выбираем его. Теперь вы видите URL для приема данных. Именно на эту ссылку будут приходить новые данные из Bot Help. Для того, чтобы продолжить настройку, вам необходимо скопировать URL и перейти в личный кабинет Bot Help. Далее необходимо добавить новое действие. В качестве действия выбираем отправку на веб-хук. В появившемся поле вставляем скопированную ссылку в системе Apex Drive. После этого кликаем «Сохранить». Не забываем соединить новое действие в конце воронки общения с ботом. Обратите внимание, если вы запрашиваете у пользователя какие-то данные, вам необходимо назначить, в какое поле эти данные будут передаваться, например, email или телефон. После того, как все действия выполнены, необходимо сгенерировать новые данные, в данном случае путем общения с ботом. У меня подключен бот Telegram, поэтому я буду тестировать на нем. Когда вы закончили общение с ботом, возвращаемся в сервис Apex Drive и продолжаем настройку. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы видите данные, которые мы только что сгенерировали. Если на этом этапе данных нет, попробуйте выполнить действия, которые были описаны ранее. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом настройка источника данных Bot Help успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем Viber. Далее необходимо указать действие «Отправить сообщение». На этом этапе вам необходимо подключить ваш Viber к сервису Apex Drive. В этом окне вы можете дать название аккаунту или просто кликнуть «Сохранить». Далее необходимо кликнуть по ссылке, которая перейдет в Viber и добавит наш паблик аккаунт. Обратите внимание, чтобы подключить ваш Viber, он должен быть установлен на вашем компьютере. В этом окне кликаем «Принять». Теперь необходимо скопировать строку для подключения Viber бота и отправить ее в виде сообщения. После сообщения об успешном подключении возвращаемся в сервис Apex Drive и продолжаем настройку. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите поле сообщения, в которое можете назначить переменный из Bot Help. Для того, чтобы это сделать, кликните в поле и выберите переменную из выпадающего списка. Обратите внимание,
Вы можете использовать не только переменные из выпадающего списка, но и прописывать значения вручную. Для того, чтобы перейти на следующую строку, используйте Enter. Когда все необходимые поля назначены, кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример данных, которые будут отправляться в ваш Viber при каждом новом контакте из Bot Help. Если вас что-то не устраивает, кликните «Редактировать» и вернитесь на шаг назад. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в Viber». После успешной отправки переходим в Viber и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в сервис Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных Viber успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!